Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Скорпион. Таро прогноз, цыганский старинный пасьянс. Что произойдет со дня на день? Давайте узнаем, что в ближайшие дни случится или на самом деле какие-то, может быть, и события будут, или новости. У нас в нашем раскладе, прогнозе, уже два расклада. Это первый пасьянс и потом дополним картами Таро. И я специально в нашем видео не ставлю рамок, сроков, потому что даже по вашим комментариям сужу. Кто-то из вас пишет: нет, у меня тут быстро вопрос не решается, как бы растягивается. Так в нашей жизни и бывает часто. Кто-то мне пишет наоборот: у меня уже это проигралось буквально за пару дней, а у кого-то вообще ничего не совпадает, и так бывает. Поэтому будем реалистами, я всегда об этом напоминаю. Ну и рассмотреть альтернативный вариант, я думаю, стоит. Предупрежден, вооружен. Ну или переложите вот тот вопрос, который у вас сейчас на повестке решений, или какая-то важная тема, и соотнесите с метафорой карт, как может развиваться ваша ситуация. Итак, давайте будем узнавать, что там случится, произойдет со дня на день, в ближайшие дни. С чем это будет связано? Денежная тема, может быть, конкретно получение денег. Или, может быть, даже, знаете, как вопросы имущества, жилья, покупка, продажа. Ну, вот все, что мы можем свести к финансам, к деньгам. Покупки в дом, кто знает. У кого-то может проиграться деньги, есть деньги партнера, может быть, да. Не вы получили, ну, может быть, вы человек семейный или живете в паре. Вместе будете что-то планировать, покупки в дом или как потратить. Но есть и сомнения. Может быть, тут пытаетесь решить какой-то и финансовый вопрос. У кого-то просто вот эти значения, они сами по себе разрознены. Есть и деньги, вопросы дома, ну, может быть, где-то быт, да, все идет своим чередом. Но вот месяц говорит о том, что есть в каком-то вопросе сомнения. У кого-то сомнения будут связаны с тем, чтобы ехать куда-то, как в гости, или не ехать. Может быть, и конкретный человек – сам по себе к вам приезжает, или вам что-то будет предложено, да, то есть гости или вы, или к вам. Смотрим, что еще совпадет. Ну, вы знаете, тут правда дорога. Тут, конечно, могут быть и дороги самые разные, или просто в ближайшие дни, но мы берем где-то так, как Таро на неделю, но в среднем 7 дней. Вот в ближайшие дни у вас будет много активности, придется перемещаться, может быть, и по инстанциям, у кого-то режим графика работы меняется, да, и тут себя приходится перестроить. Или, может быть, согласования какие-то делать, и активности этой будет больше. Или, опять же, может быть, вы вместе с кем-то куда-то собираетесь ехать. Ну, у кого-то я допускаю и отпуск. Почему нет? Я тут вижу какая-то приятная все-таки для вас, мои дорогие скорпионы, дорога, потому что одновременно любовь, роза. Может быть, встреча с любимым человеком. Ну, точно, у кого-то так и будет. Какая-то радостная очень встреча. Может быть, и с близкими. Когда к вам в гости приезжают дети, внуки, у кого-то так совпадет. Тем более очаг, семейный очаг. И венок – это радость. Смотрите, у вас еще совпадает уверенность, якорь. Это вообще-то у вас все под контролем. Вы можете тут как-то влиять на эти события в зависимости от того, что целесообразно. Ну или нравится, не нравится, может быть, даже так. Потому что у вас, тем не менее, сильная позиция. И даже если людей в вашем окружении много, активности, да, вот как с этой дорогой. Но в целом фон, даже я бы сказала, настроение, он хороший. И в нашем пасьянсе мы можем сложить те значения, которые расположены в крайних рядах по вертикали и по горизонтали. Хочу немножко сдвинуть, потому что, смотрите, у вас нож. Нож – это ссора. Может быть, у кого-то ссора и по деньгам. Ну, или просто это
первое значение, как бы у нас, да, может быть, это то, что уже предшествовало, было в предыдущие дни. А теперь вы будете пытаться договориться. Может быть, ну, может быть, кстати, и есть вариант договориться, примириться. Потому что если это с кем-то из ваших близких, к примеру, да, то тогда тут полное будет взаимопонимание. Ну уж насколько полное 100% я не берусь судить, но то, что варианты есть, это однозначно. Тут вообще варианты есть. Смотрите, у вас еще совпадают часы. Это добрые перемены. Поэтому, ну, видимо, шаг за шагом вы все-таки осуществите свой план. Больше будет получаться. И пока я с вами говорю, смотрю, у вас еще, смотрите, у кого-то, мои дорогие скорпионы, вопрос решается по части свадьбы. Конкретно свадьба. Потому что бывает такое в этом пасьянсе, и в этом прописано, в нем как бы, когда кольцо и одновременно венок. Это вопросы идут к тому, что какие-то согласования или планы, да, вот, может быть, как обручение у кого-то, но вот прочный союз, кольцо говорит, и для кого-то, конечно, я допускаю, прочный союз по работе, есть единомышленники. Не все же замуж выходят и женятся, будем ли опять же реалистами, но для кого-то проиграется именно это значение. Но даже если с этим не связано прочный союз, значит, ну, это пусть это даже один человек, как единомышленник, но в наше сложное время, ох, как это важно. И я не вижу, что у вас еще совпало. Да, нет совпадений. Поэтому мы с вами идем дальше. Давайте ваше настроение узнаем. Что вы чувствуете, мои дорогие скорпионы? Общий фон, может быть, энергии. Давайте узнаем. Итак, ваше настроение. Но я всегда говорю, карта мага. Скорпион – это маг и волшебник. Вам самое главное в себе не сомневаться. Ну и, видимо, критическое мышление будет помогать. Карта мага – это практик и вообще без эмоций. Значит, есть какие-то темы, которые нужно решать, не примешивая чувства. Может быть, что-то вам просчитывать придется. Может быть, и вы, мои дорогие, столкнетесь вот с такими сложными людьми, великими манипуляторами, но тогда и вы сами в этих энергиях. Но все же, мы смотрим на ваше настроение. Все под контролем, это правда. Настроение, даже сложные какие-то вопросы, но, видимо, вы чувствуете, знаете, вот есть такой момент, все-таки маг, да, он слышит себя. И бывает в нашей жизни не все решаемо с позиции логики, а что-то вот нужно слушать и интуицию. И тут вы, по крайней мере, даже если есть какие-то запутанные ходы и выходы, да, но вы найдете этот выход, какой бы сложности ни была ситуация или обстоятельства. А что прояснится, давайте узнаем. И у вас ведь старший аркан. Вас, как высшие силы, наделяют этой энергией. Ух ты, верховная жрица. Вообще два независимых человека. Тут, знаете, может быть такая игра одного сильного человека и другого. Может быть, это и пара, может быть, и ссора была у кого-то в паре. И неважно, там это в семье, или, может быть, это дружба, или какие-то сложившиеся отношения в целом. Если мы говорим даже, да, хоть мы и по полу карту не рассматриваем, но все-таки верховная жрица – это она, а маг – это он. И может быть союз двух сложных людей. И тут невозможно кого-то под кого-то как прогнуть, проманипулировать, мои дорогие. Каждый останется при своем мнении. Каждый останется все равно на своей волне. Вот может быть какую-то ссору, конфликт, не расширять дистанцию. Наоборот, верховная жрица ведь это та, которая все знает. Да и маг-то тоже все предчувствует и знает. Но вот договориться, правда, двум сложным людям бывает достаточно сложно. Но если мы просто спросили, что прояснится, скорее всего, какая-то тайна у вас может открыться. То, что было вчера скрыто, сегодня будет явным. И это может быть какая-то и внешняя ситуация. Может быть, это как новость. Сорока на хвосте принесла. Да, или ну вы что-то услышите, у вас какой-то пазл явно сложится. Это может быть также и услышанная новость в средствах массовой информации, и вы как-то будете с этим взаимодействовать. Для чего-то вам эта информация нужна. Давайте я спрошу, чего это касается, хотя бы какой сферы жизни.
Дела, работа, бизнес я больше вижу. И откуда к вам приходят деньги. Или могли быть отношения, которые, ну, кто-то из вас, да, действительно поссорились, может быть, даже и личная жизнь, но это иногда пауза. Может быть, и вы что-то поставили на паузу, может быть, рабочий какой-то процесс, вопрос, но вы не тормошили, вы так вот немножко наблюдали. И вот теперь все-таки мы делаем первые шаги. Может быть, и правда, я тут вижу, у кого-то прояснится ситуация, потому что какая-то новость придет, которую вы как-то правильно с ней провзаимодействуете. И она именно новость или информация, может быть, это у кого-то звонок, у кого-то СМС. Ну, перекладывайте в наш цифровой век это в любом варианте. У кого-то письмо, может быть, и так. Я допускаю. Но, видимо, это пора делать первый какой-то шаг. Потому что по девятке жезлов мы вот из периода ограничений выходим. Но это первый шаг. Поэтому на всякий случай мы так сделал шаг, нам говорит карта, и осмотрись, отдышись. Обрати внимание, что вокруг тебя происходит, что говорят. Вот это будет важно. Ладно, давайте посмотрим по основным сферам жизни. И первое – это любовь и личная жизнь. Давайте узнаем, что же там. Ага. Вот вы знаете, иногда, мои дорогие скорпионы, по четверке пентаклей, ведь это карта жадины. Иногда это ревность. Может быть, и у вас какой-то вот такой момент будет, да? Но и маг. А маг, кстати, великий материалист. Может быть, это по личной жизни вы решаете какой-то финансовый вопрос, денежный вопрос. И нам сказали деньги и семейный очаг. Ну, какие-то самые разные могут быть. Либо у вас лично вопросы, либо в вашей семье. Может быть, это вообще будет связана ситуация с далекими родственниками или с какими-то людьми. Но, значит, это каким-то образом откладывает, ну, определенную либо тень, либо отпечаток на вашу либо личную жизнь, либо на ваши дальнейшие планы. Потому что все-таки мы, конечно, сохраняем, ведь это карта еще и самоконтроля отчасти. Или когда мы вообще все хотим контролировать. И вот, наверное, не перегнуть палку, тут есть такой момент. Тут это будет важно. Потому что все-таки, да, вот посмотрите, все собирал показанный человек на карте. И в итоге понимает, что он остался один. И ему уже вот эти сокровища, которые вываливаются из мешка, но это не первоочередное. Ну, наверное, чтобы не было из-за денег конфликта, так вот так и хочется сказать. Но, тем не менее, у кого все хорошо, ведь это карта стабильности, якоря. Так что это значит, мне хочется сказать. Ну вот правда, помириться, может быть, какие-то планы на будущее, по части, может быть, у кого-то через деньги, да, решение каких-то вопросов. Может быть, и просто нам говорят, что ничего особо не происходит, вот этот якорь, надежность, стабильность вашей пары, отношений. Карта любви, нечего добавить. Ладно, давайте посмотрим. Сфера ваших достижений, мои дорогие скорпионы. Что нам тут подскажут карты? Карта любящего человека. Вы знаете, это, конечно, может быть и ваша личная карта. Особенно для вас, мои дорогие девочки, может быть, это вот вы занимаетесь вопросами дома, жилья. Может быть, что-то и улучшаете. Но все-таки мы смотрим не такой большой срок, да, в ближайшие дни. Сделать жилье более комфортным, занимаетесь детьми, может быть, и так у кого-то. Ну, есть и планы в вашей семье. Тут все идет своим чередом. Вот это на самом деле. В ближайшие дни я не вижу тут каких-то переворотов, разве что вы сами что-то тут не будете инициировать. Но даже если и внешние события как-то так складываются, все в руках мага, так и хочется сказать. А для кого-то по части достижений работа на дому. Вот этого я тоже не исключаю. Или обретение каких-то новых скиллов, навыков, чтобы как дополнительный доход рассмотреть. Все-таки это карта дома и еще любящего человека. Поэтому на ваши достижения тут просто может карта говорить, что кто-то из близких вас тоже будет поддерживать. Ну, единение, наверное, и ваших достижений, и какой-то любовной истории, или, я бы сказала, взаимопонимания. Но, видимо, какие-то грандиозные планы вот для тех, кто в паре, мои дорогие скорпионы, явно что-то вы тут можете задумывать и уже просто просчитывать. Вроде как карта жадины, да?
Может быть, и просчитаться неохота. Больно время сложное у нас теперь по части финансов. Не расслабишься. Но вроде как и хочется что-то осуществить. И вы будете вместе это решать. Наверное, работа у вас как-то идет уже по накатанной. Тут я вижу даже вопросы денег. Они могут больше в пределах вашей семьи, вашего жилища. Хотя я допускаю, мы все разные. Но вот давайте на деньги посмотрим. Что ж там по финансам в ближайшие дни? Опять нам двойка выпадает, только жезлов, дела, работа, бизнес. А вы знаете, мои дорогие, кто-то задумается, правда, может быть, семейный бизнес. Может быть, это просто как идея, и вы начнете просчитывать что-то, продумывать. А почему бы и нет? Но явно на деньги есть взаимодействие. Или у кого-то деньги партнера. Я должна также сказать, что это деньги из двух источников могут быть. Мы смотрим конкретно на финансы. И жезлы, откуда к нам приходят деньги? Опять же, где-то достижение. И поэтому вот откуда приходят деньги, тут есть какое-то взаимодействие. Или вот две работы, например. Или есть одна работа, а вы хотите вторую найти. Что-то вы будете обсуждать. Но все же мы все разные. Давайте я... Так что же там с деньгами у скорпионов? Ну, королева Пентаклей. Вы знаете, правда, ваша, ну, наверное, что-то особенное, какая-то будет аура для тех, кто в паре, для тех, кто человек семейный. Потому что, ну, где-то и королева сейчас может о вас говорить, и по полу карту мы не рассматриваем, мы смотрим энергии. Так вот, эта карта и альтруиста, и любящего человека, и тот, который готов прийти на помощь. Да, иногда бывает, кстати, карта ожидания. Иногда бывает именно по королеве кубков своеобразная жертвенность, то есть когда альтруизм, ну вот где-то так через край. Ну, поэтому будьте внимательны, потому что явно тут какая-то финансовая тема есть. Я, по крайней мере, так вижу. И королева Пентаклей этому подтверждение. Но я должна сказать, у нее все организовано, у нее все в порядке. Это та, которая надеется сама на себя и на Пентакли, на деньги, на финансы. Шикарная карта. Во-первых, есть всегда перспективы. Тут есть уже как-то правильное планирование. Или вам нужно что-то сосчитать, просчитать, высчитать, узнать, создать, научиться, скреативить. Ну, вот это все то, что практик, опять же. И своей практикой она отчасти напоминает карту мага. Ну, конечно, энергии немного другие, более такие приземленные, но еще это те энергии, которые вот опять же, как вот этот якорь. Правда, вот в ближайшие дни, мои дорогие скорпионы, я здесь до вас вижу какой-то очень хороший приоритет, доброй энергии, возможности при стабильности. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые скорпионы. Я благодарю за то, что вы смотрите мои видео, за ваши волшебные комментарии, за то, что вы поддерживаете мой канал. И будьте счастливы, будьте любимы всегда, оставайтесь со мной.